Всем доброе утро. Сегодняшнее видео я не готовлю, а продолжим нашу рубрику «За чашечкой кофе». Давно я не делал эту рубрику, и последние практически 1,5 месяца для меня были много как американские горки. Много что у меня случилось в личной жизни, так что об этом в следующий раз. А сегодня хотел бы продолжить с вами разговор, как я устраивался здесь в Англии. Итак, с предыдущих видео, если вы помните, я вам рассказал, как я уехал из Эстонии, почему я уехал из Эстонии, куда я поехал, и рассказал, что на миллениум, на Рождество 2000 года я прилетел в Англию. Устраиваться было очень тяжело в Англии. Работать нельзя было без разрешения на работу. И я договорился с хозяином одной частной гостиницы, что я буду там жить, но ночью буду там делать обязанности портьера, открывать двери, выпускать людей, как ночной сторож. Но я за жилье в гостинице платить не буду. Такая у нас была договоренность, и это работало для меня хорошо, и для хозяина той гостиницы. Питаться надо было чем-то, и я практически питался на свои сбережения, то, что я накопил деньги в Америке. Приходилось очень трудно с покупками питания. Я ходил в магазин, покупал самые дешевые еду, очень много чего приходилось себе отказывать. Но если у меня были намерения то, чтобы здесь остаться, и я был очень рад хотя бы на какое-то время отказать во многом себя. Итак, через полгода я получил разрешение на работу, и я разговаривал с хозяином гостиницы. Я говорю: слушай, я здесь нахожусь полгода, что ты предложи мне работать здесь в гостинице, я был бы очень рад. Он мне сказал: нет, но в этом случае тогда я буду искать работу и тогда искать другое жилье. Потому что мне надо зарабатывать деньги на питание тоже. Что я не могу просто так свои сбережения тратить на питание. То, что я практически полгода не работал, и полгода я тратил свои сбережения, то, что с Америки были. И практически пошел я хотел трудоустроиться по своей специальности медицинской. Я не смог устроиться, меня пригласили. Я получил время и пойти в один офис с своими медицинскими бумагами. Я пришел, а там одна канцелярская сидела дама, вся припухшая, при себе вся такая. Она взяла мои бумаги, документы, мои дипломы все медицинские, и чуть ли не швырнула мне в лицо. Это для меня как куски бумаги. И, в общем, я обиделся, уходя с этого офиса, напоследок я ей сказал: вместо того, чтобы сидеть как канцелярская крыса здесь, пошла бы ты работать, а не унижала людей и оскорбляла людей. И так у меня закончилась моя медицинская карьера полностью. Я с обидой ушел и решил даже этим не заниматься. Потому что даже со своими бумагами я не мог бы работать, если бы на меня было сдать экзамены, надо было курсы здесь пройти. Я был готов ко всему, но я думал, что это в этом месте мне объяснят и расскажут, что мне лучше сделать, но вместо того мы там переругались в том месте. Ну ладно. В то же время я пошел в бюро трудоустройства. Я подал где-то 30 заявок на разные работы в ресторане, посуду мыть, официантом. Я был готов на любую работу. Но, к сожалению, из 30 заявок никто
не позвонил мне обратно. И, честно говоря, я совсем-то расстроился и не знал, что мне тогда делать. А в то же время я нашел квартиру снимать, и там хозяйка квартиры была из Бразилии. Она снимала квартиры тем, кто работает, а я к ней подошел. Я ей позвонил, я говорю, слушай, у меня такое дело, что, поверь мне, я найду работу, только дай мне жилье. И депозит она брала не 1 месяц, мне как здесь принято, она мне 2 недели депозит за такая приятная женщина, мне, в общем, повезло с ней. Значит, слушай, Алекс, я верю тебе, я тебе дам жилье, и я надеюсь, что ты найдешь себе работу в течение месяца. Я был настолько рад, что хорошо жильем я был обеспечен, теперь работа. В общем, честно говоря, в течение месяца работы никакой у меня не выходило. Все ждал. Делал запросы, посылал запросы. 2 места мне пригласили. Они мне обратно не позвонили. Я, честно говоря, стал уже нервничать. Думаю, уже месяц прошел, 30 месяцев запросов посылал, ничего нету. И вдруг я к этому моменту я, конечно, себе уже сделал мобильный телефон тоже, что если даже звонишь искать работу, все равно мобильник нужен будет, потому что не будешь там постоянно стоять на улице у автомата в то время и монеты кидать и ждать, пока что-то разговаривает. И вдруг я получил... раздался звонок мне. И такой приятный голос говорит, что ты еще ищешь работу. Я сказал, да, еще. Он что, пожалуйста, приди на собеседование. Там, я когда? Можешь ли ты завтра прийти на собеседование? Я очень хорошо, я могу. Это было здесь государственная почта называется Royal Mail. И при Royal Mail есть маленькие конторы, как почтовые отделения, есть большая контора, куда все переводится и работает. Там работает 24 часа. И при этой Royal Mail, при этой почте, там у них свой ресторан для рабочих. В общем, мне оттуда позвонили и пригласили меня на собеседование. Я пошел туда, там я рассказал о себе немножко, там они говорят, слушай, у нас есть работа это убирать со столов, иногда надо посуду мыть, иногда надо подвести, согласен на эту работу или нет. И я, честно говоря, был рад даже такую работу взять. Потому что был рад такую работу взять, и в то же время питание было бесплатное. Это уже был большой плюс, чтобы сэкономить какие-то деньги. И я начал эту работу. Он говорит, что прекрасно, можете начать завтра работу, на следующий день. Я говорю, очень даже хорошо. Я был настолько рад, что так быстро я работу нашел через месяц, после месяца, то, что я ждал. И я практически пошел на работу туда. Утром мы там делали бутерброды на продажу. А потом у них там место освободилось, чтобы салаты делать и с овощами заниматься, и иногда сладкие блюда делать. Ну, не иногда, постоянно холодные сладкие блюда делать. И у меня опять этот начальник позвал к себе в кабинет и говорит, слушай, у меня тебе предложение. Мы посмотрели, как ты работаешь, потому что в Восточной Европе ты работаешь, показываешь свою работу, много сил, а в основном там все чернокожие работали. Говорит, я тебе хочу предложить одно хорошее дело. Я хочу тебе предложить как шеф-повар на салатах, на овощах и холодных сладких блюдах. Я говорю, я не знаю, если мне кто-то покажет в течение недели, я бы очень рад. Он говорит, если тебя устроит, нас устраивает тоже, мы согласны тебе потренировать в течение недели, потому что все равно ты здесь посмотрим, если надо, ты так можешь спросить. И всегда наши повара тебе помогут.
Мне опять повезло, и я очень был рад. Через 2 месяца, когда я начал там работу, я получил новую должность. Деньги же самые, но как-то я по должности там немного вырос. Я был тоже очень рад, и с тех пор я там работал как мини-повар на овощах, на салатах, на холодных сладких. Я, в общем, эту работу делал где-то 2 года. В то время я снимал эту квартиру, то, что хозяйка из Бразилии, и там были 2 брата с Украины. Такие приятные 2 парня, и тоже мы разговорились, они рассказали, как они в Англию попали, я сказал, как я в Англию попал, и, в общем, где, что, как, и потом один из этих братьев мне посоветовал, а почему ты не хочешь пойти на железную дорогу? Потому что я в свое время, когда закончил медицинское училище, я работал в студенческом отряде на железной дороге. Ездил с Сталина в Москву, и в Петербург, и в Харьков на прицепных вагонах летом. А я говорю, а почему бы... И я так подумал, я говорю, слушай, а почему точно не податься на железную дорогу? Я шутки шутками, я дал аппликацию, послал аппликацию. Я потом вдруг звонок раздался, придите на собеседование. Я пошел на собеседование, и после этого они говорят, что вы должны подождать. Но я ждал месяц где-то. 1,5 месяца прошло где-то. Я уже думал, что они обо мне забыли, потому что собеседование на железной дороге было где-то в мае месяце или что такое. И где-то в начале июля я перезвонил, они говорят, а мы тебе письмо послали. В железной дороге я позвонил, и они мне говорят, а мы вот тебе письмо послали, что мы тебе предлагаем работу на железной дороге. Я говорю, вы что, шутите? Нет, не шутим, да. В общем, письмо пришло, через пару дней я письмо получил. Да, мы тебе предлагаем работу, пожалуйста, ответьте на письмо, что вы принимаете наше предложение. Я им сразу перезвонил, говорю, да, конечно, я принимаю предложение, потому что зарплата была в 2 раза больше, чем я получал. Зарплата была очень хорошая, и сейчас хорошая зарплата на железной дороге. Даже кто там в России работает, в Украине, всегда работа зарплаты хорошие на железной дороге. А работу я предложил, это здесь так проводников нету, а здесь как официанты или обслуживающий персонал на поезде. Ну, вот такая работа была. В общем, я взял эту работу и начал работать. С 4 августа 2002 года я стал работать. А когда я, конечно, взял эту работу, я пошел к начальнику там в ресторане, где я работал. Я говорю, слушай, я ухожу. Он, конечно, сильно на меня обиделся. Он говорит, что ты должен отработать все свои 2 месяца. Я говорю, ну я 2 месяца работать не буду. По контракту было, что 2 недели надо было бы. Я говорю, я 2 недели отрабатывать не буду, потому что ты мне еще должен отпуск заплатить. А я в том году чувствовал, что перемены будут, я отпуск не брал. И он говорит, у тебя никакого отпуска нету. Я говорю, да, есть. Я ни одного отпуска не брал, я чувствовал, что это произойдет, перемена, из-за этого я держал. В общем, начальник тут на меня обиделся, я вышел из кабинета, и потом через пару часов он ко мне подошел, успокоился, говорит, слушай, давай сделаем дело. Пожалуйста, отработай 2 недели, потому что мне надо кого-то найти. Я тебе оплачу этот отпуск. В этом случае я согласен, если все по-хорошему сделано, я согласен отработать эти 2 недели, а остальное ты от меня платишь. Я был очень рад даже на это дело. Ему было хорошо, и мне было хорошо. Итак, с 4 августа 2002 года я начал работать на железной дороге. В основном меня ставили работать на первом классе обслуживать пассажиров. Первый рейс я сделал, я помню, я портачил много, я не справлялся с работой, потому что
это было непривычно для меня здесь, потому что здесь работа совсем по-другому шла, как я в Советском Союзе проводником работал. Но на ошибках учатся, и практически через какое-то время я был профессионалом работать в первом классе, потому что никто не хотел работать на первом классе, никто не хотел обслуживать в первом классе, потому что а, все планки выше, все надо делать намного лучше, и практически меня отшлифовали, так что я был как... Мне даже сделали прозвище в компании, я был... Это... Если перевести, я не знаю как, но на английском это было First Class Bitch. Ну, это было и смешное прозвище, и это все говорило, кто я такой. Ну и в итоге я отработал на железной дороге всю мою жизнь после этого. Я жил в Лондоне, потом я решил поменять свое жилье поближе к железной дороге. В это времени хозяйка моей комнаты из Бразилии, она уехала в Бразилию, там кого-то она наняла, чтобы кто-то смотрел за домом, и тот не справлялся со своими работами. Я решил найти другое жилье, которое поближе к железной дороге, чтобы поменьше ездить. И я нашел жилье, практически было 20 минут езды на полчаса езды на автобусе от станции до дома. В Лондоне есть такой район Archway, и вот в районе этого Archway я нашел себе жилье. Это как раз район, куда там недалеко, если пройдешь там в гору, там знаменитое кладбище, где Карл Маркс похоронен. Вот в таком районе я жил. Кстати, я на экскурсию сам сходил на то кладбище и просто увидел этот знаменитый памятник Карла Маркса. Было интересно. И практически после я там работал, и через некоторое время я познакомился со своей половиной, и тогда моя половина, и я познакомился со своей половиной, мы сошлись, и я переехал из Лондона за город. Уехал из Лондона за город, и за города ездил туда в Лондон на работу. Потом пошли у нас дети, и кому-то надо было дома находиться постоянно. Ну, не постоянно, хотя бы работать на полставки, так как у моей половины лучше зарплата, а у меня меньше зарплата. Мы смотрели по зарплате, и мы решили, что я буду находиться дома, и в основном работать на полставки на железной дороге. Я работал на полставки на железной дороге, занимался с детьми. Было очень тяжело иногда уходить. Когда начинал работу на железной дороге, у меня была смена. День работаешь, день отдыхаешь. Смены были длинные, до 14 часов. До 14 часов, и я работал со станции Кингс Кросс здесь в Лондоне. И помну, что когда у нас бомбежки прошли в Лондоне, я помню, что накануне я приехал с рейса домой, приехал где-то около 11 часов ночи, утром просыпаюсь, новости включаю, там сказали, что у нас прошли бомбежки в Лондоне, и нашу станцию закрыли, потому что на станции не были бомбежки, а в метро были бомбежки, и все трупы с метро, они носили нас на станцию, раскладывали, и станция наша была закрыта на пару дней. Было шокирующее время, я на всю жизнь запомню этот день, и когда мне на работу надо было идти, там надо было проходить через security, показывать свои
ID-карты, что я работаю. Я помню, что я даже пошел в офис. Мы туда все, мы работали без графика. Мы приходили на работу и поездов еще не пускали. Я помню, что там они решили выпустить второй поезд с Лондона через пару дней. И меня поставили начальником поезда. А к этому времени я уже оттренировался, я уже работал начальником поезда тоже. И я помню, что я был в офисе перед отправкой моего поезда. Я был наверху, на 3-м этаже в офисе, и вдруг сирена нас назвала. Была на станции. Честно говоря, после этих бомбежек я испугался, что бомба у нас на станции. Я выбежал на улицу. Не помню как. Ну, потом, когда сирена прошла, там проверили, где что. Оказывается, кто-то в углу станции забыл мешок с мусором. Из-за этого панику подняли. Но в то время, когда бомбежки прошли, все были, в общем, на чеку. Никто ничего трогать не хотел. И даже думали, что даже любой мешок, это может оказаться бомбой. Вот такие случаи были. Ну ладно, ближе к делу. В общем, я уехал с Лондона, у нас дети пошли, и я стал работать короткое расписание делать. Первый поезд с Лондона, в общем, первый поезд с Лондона, мне надо было подниматься в 3 часа утра, где я живу, и на первый поезд садиться здесь, до Лондона добираться. Я заканчивал работу где-то полдень, пока приехал домой. В школу за пацанами, в садик надо было идти. Я уже был почти совсем убитый к тому времени. Ну и вот так я работал. Потом 3 года назад, как раз перед коронавирусом, как началась корона или ковид, я заболел. Как раз было Рождество 2019 года. Я заболел, у меня головные боли начались, я не знал, что такое. И после этого каждый год я был на больничном по полгода. Вначале они не могли найти причину, а потом они сказали, что у меня очень редкое, 2 редких заболевания головной боли, 2 редких заболевания, и диагноз мне поставили не простой больнице, потому что даже врачи простой больницы не знали, что со мной происходит. А я уже в частной клинике в Лондоне, там, где профессор, который занимается редкими заболеваниями, он сказал, к сожалению, это хроническое заболевание, вылечить мы тебя не сможем, но ты всю жизнь будешь на таблетках, чтобы хотя бы боли снимать. И, честно говоря, что так у меня и пошло, что по полгода я был на больничном, конечно, работодателю не нравилось, работодатель мне помогал, и даже вне больничного ставили они меня на легкую работу, а так это тоже продолжаться не могло. И уже в прошлом году, где-то, когда я сделал последний рейс, как раз год назад был последний рейс у меня, я приехал домой, и у меня были ужасные боли. Я думал, что даже на станции, где работал, вызову скорую, что у меня аж перед глазами было плохо. И я помню, приехал домой, я потом через скорую вызывал, все такое. И я думал, что все. Мы дома тоже разговаривали, что пора этим заканчивать, что уже 3 года я мучаю себя, мучаю работодателей, что надо определиться, что делать. И я подал бумаги на инвалидность в тот момент. В этом году, в марте месяце, в феврале у меня было собеседование на инвалидность, а в марте месяце меня начальник вызвал на собрание. Я уже знал, чем это собрание закончится, я уже подготовленный был, и он говорит, что мне только на собрание пошел, мне говорит: Алекс, мы тебя понимаем, пойми нас, но, к
сожалению, у тебя только 3 варианта, что можешь сделать. И один вариант был выходить сразу на работу, то, что не мог сделать, я был на больничном. Я на сильных таблетках, то, что они наркотические таблетки, и от боли я принимаю морфин тоже. В общем, один вариант был идти сразу на работу, второй вариант через 6 месяцев не дают мне привести себе порядок и выйти на работу, и больше этого я не имею быть на больничном. И третий вариант, сразу же контракт разрывается, но они мне предлагают раннюю пенсию по состоянию здоровья. В общем, я взял раннюю пенсию по состоянию здоровья, но работодатель может предложить, а пенсионный фонд это автоматически не дает. И мне надо было посылать аппликацию в пенсионный фонд с поддержкой работодателя, потому что работодатель предложил этот вариант, и он поддерживал этот вариант, и у меня было очень много бумаг туда предоставить в пенсионный фонд, и практически в конце августа я получил письмо с пенсионного фонда, что наконец-то они мне дают раннюю пенсию по состоянию здоровья. Так что, когда я остался уже дома с марта месяца, моя половина сестра со мной разговаривала. Она говорит: слушай, тебе все равно чем-то надо заняться, потому что ты с ума сойдешь дома находиться, ты еще молодой. И вот когда я решил открыть мой канал, то, что я готовлю, и снимать на видео, и с вами разговаривать. Таким образом образовался мой канал тоже. Конечно, помимо головной боли, то, что у меня сейчас 4 вида головной боли, у меня проблемы со спиной, с ногами тоже, я плохо ходить стал, и практически с этого года если хожу на улицу, я должен ходить с палкой, потому что и даже когда я летал в Эстонию в этом году, мне приходилось заказывать, чтобы кто-то мне помогал в аэропорту. Таким образом образовался мой канал тоже. Так что, когда я готовлю, я готовлю, иногда сидя готовлю, иногда стоя готовлю, если сидя не могу делать это, приготовить эту пищу, но в то же время, когда я делаю видео может продолжаться где-то 2 часа, 1,5 часа, 3 часа. А когда я монтирую видео, то все нюансы, когда мне вдруг плохо станет, когда надо сидеть, там на видео нет. У вас эта приготовка пищи длится где-то 10 минут, а то, что за кадром, это кто не знает, что со мной творится. Вот так. Так что я никогда не был профессиональным шефом или поваром, а все это на любителя. Итак, на этом я сегодня заканчиваю рубрику за чашкой кофе о том, как я устраивался здесь в Англии. А в следующий раз о чем-то другом поговорим. Я надеюсь, что это видео не было вам таким скучным. Я рассказал немножко о себе, и немножко вы узнали, как я устроился здесь в Англии, устраивался в Англии в своей работе, и как мне этот канал образовался. Самое главное, вам хочу пожелать: берегите себя, берегите своих знакомых, близких. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк. Буду очень признателен, если вы подпишетесь на мой канал тоже. Если у вас вопросы есть, подпишите под видео, я читаю. Если комментарии нормальные,
вопрос нормальный, то я отвечу с удовольствием. Если там будет что-то грубость, сразу скажу, что у меня блокировка стоит на YouTube, грубости она не пропускает, и мать тоже не пропускает, так что извините, тоже скажу. И на этой ноте скажу вам пока-пока.